Всем привет! Сегодня у меня для вас на обзор журнал Low Surprise. Меня последнее время, помимо всего прочего, очень вдохновляет тема бумажных сюрпризов. И я хотела с вами поделиться этим. И я думаю, в целом подобный контент мне будет очень полезен и интересен, потому что куклы Low Surprise мне очень нравятся, а я не так много о них знаю. Также я вас попрошу поставить лайк и написать комментарий. Мне будет очень приятно. Давайте же поскорее приступим к обзору этого замечательного журнала. На титульном листе у нас имеется анонс предстоящего выпуска, главные его темы. Вот такие вот замечательные девочки. Здесь красивая картинка. Приветствие в милом розовом кружочке, содержание, первая история у нас про Funky Cutie. Эта девочка настоящая рокерша. У нее есть рок-кошка, даже питомец соответствует этой стилистике. Младшая сестра. Имеется тематическое задание на тему рок-концерта, как бы ты на него оделась, какой бы выбрала себе аутфит. И задание. Мне очень понравилось вот это вот задание. Подобного в журналах я не встречала. То есть получается позиционирование ближе, дальше. Очень интересно. И также оно подкрепляется дополнительным заданием соответствующей общей тематике. Можно поразмышлять, что больше нравится, выбрать из двух. Я думаю, это будет очень интересно. Ходилки-бродилки. Можно выразить свой творческий потенциал. Вот здесь рубрика «Как удивить подружку» и разные советы на эту тему. Я могу вам сказать, что это просто какая-то мистика, совпадение. В общем, сегодня я прям приобрела этот журнал. И сегодня же моя лучшая подруга позвала меня на совместную фотосессию, которая состоится уже в эту пятницу. Надеюсь, мне получится снять влоговое видео. Вот он, в общем, совет в деле, как это работает. Это безумно приятно. Я просто не передать словами, как я рада. Разные истории. Вот, например, написать мелками послание. У нас что-то подобное в детстве было. И разные другие советы. Еще вот такое вот примечание на проверку своего эмоционального интеллекта. А насколько я хорошо знаю человека, который мне дорог. Я думаю, это тоже очень полезно и для детей, и для взрослых. Это интересное задание, базовое. Найди тень. Здесь еще есть такая вот подробность, что оказывается таинственным образом исчез силуэт одной девочки. Кто же это? Нужно выяснить. Раскраска. Психологический тест. Тоже очень интересно. Я думаю, многим девочкам и мальчикам такое нравится. Найти неочевидное отличие. Тоже очень хорошо. Это у нас как раз-таки получается, по всей видимости, конкурс красоты для щенков. Вот смешное задание, такое вот обыгранное. Нужно подобрать к удачному кадру неудачный кадр. Вроде как сопоставляешь, ищешь, разбираешься, анализируешь. И такое вот, с одной стороны, комичное, веселое, забавное. Меня порадовал вот такой вот пазл, горизонтальный. До этого я уже
дочке вклеивала в альбом пазл, который из журнала «Непоседы» или журнала «Ежик», скорее всего, из журнала «Ежик», которые вот такими вот квадратиками. И там достаточно сложная картинка. Ну, я, получается, собрала часть картинки, и часть картинки дочке нужно было добавить недостающие фрагменты. Вот здесь же вот такой вот блиц, достаточно быстрый. На перемене я бы не сказала, что прям много времени для всего этого, но чтобы как-то отвлечься, вполне достойное задание. Отдельно стоит сказать о постере. Постер здесь, на мой взгляд, достаточно непростой. Во-первых, он двухсторонний. У него идет двусторонняя печать, то есть вот на одной стороне печать, а на другой стороне раскраска. Можно самостоятельно раскрасить картинку, постер менять, то есть получается сперва одной стороной, потом другой стороной. И плюс дополнительное творческое задание. На мой взгляд, это очень круто. Также в журнале достаточно много клевых наклеек. Они мне так нравятся, они такие прикольные. Я их тоже буду использовать в Лидочкин блокнотик. Вырежу каждую наклеечку, постараюсь найти в интернете имена девочек, соответственно, напишу о них, возможно, напишу какие-то факты из их биографии. Здесь я заметила вот такой аксессуар. Я знаю, кому он принадлежит. Он принадлежит балерине. На моем канале есть шортс с девочками Lil Sisters. В конце ролика я вставлю ссылку на это видео. Наклейки очень красочные, красивые. Единственный момент, то что я не знаю их имена. Но какие-то имена уже можно узнать из самого журнала, прочитав его. Возможно, кто-то из вас шарит в этой теме. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду очень рада и благодарна. Идем дальше. Здесь у нас информация о подписке. Кстати, очень выгодная. Задание интересное, на мой взгляд. Можете поставить видео на паузу и попробовать собрать слова. В общем, нужно вырезать вот этот фрагмент, сложить его определенным образом, и будут получаться слова. Очень удобно, что на обратной стороне нет никаких таких элементов, которые бы не хотелось бы резать. Обычно в журналах такое бывает. Но здесь этот момент как минимум продумали. Это очень хорошо. Пазл Blitz Express. 4 элемента в пастельных оттенках. Очень красивая картинка. Вот это задание мне тоже очень понравилось. Здесь простое базовое задание на нахождение отличий, но оно подкреплено историей о том, что девочки любят друг другу звонить. И, в общем, мы, когда находим одно отличие, мы закрашиваем один мобильник. И получается, сколько раз они друг другу позвонят, зависит от того, сколько мы найдем отличий. И получается, это дополнительная мотивация. Рубрика «Осенние развлечения» актуальна для многих детей и взрослых в осенний период. Это, безусловно, подделки, красивые фотографии, оригинальные идеи. Я думаю, можно и для себя что-то такое сделать. Единственное разочарование, как по мне, это то, что у нас в Сибири не растут такие желуди выразительные. Раскраска. Дорисовать, то есть по контуру, и залить. Тоже интересно. Рисуем самостоятельно. Учимся. Полезно. Необычная ходилка здесь есть. На мой взгляд, она какая-то уж,
Ну, не знаю. Концепция ее состоит из того, что играют две подружки, определяется очередность хода и выбирается число от 1 до 6, и, соответственно, кто придет первым. Фишка в том, что и играем мы не фишками, а персонажами. Можно использовать любую куколку, которая подходит нам по размеру в тематике Low Surprise. И вроде как вот мы выбираем, там ни кубика нам ничего не нужно, вот кто первый, тот первый. Ну да, как бы в принципе забавно, но здесь как-то не продумана очередность ходов. Я так просчитала, в принципе, кто первый ходит, тот и выигрывает. То есть нет никакой интриги, по сути. Каждый может выбирать по 6 ходов, и второму никаким образом не обогнать первого. Но это такая, либо такая вот на грани того, что вот ты вот играешь как-то на чувствах, эмпатии, то есть уступит тебе кто-то там, не уступит в этом плане. Либо можно, в принципе, использовать все-таки игральную кость и выбрасывать и по очередности, то есть таким образом решать этот вопрос. Лабиринт. Распространенная тема для детей. Лабиринт такой достаточно сложный. Но они все, в принципе, во всех журналах плюс-минус такие одинаковые и сложные. Ну, чтобы деткам было, видимо, и интереснее. Все. Ответы. Помимо мастер-классов по изготовлению поделок на осень, у нас есть вот такие вот вырезалочки. Кстати, вот по поводу этих вырезалок, иной раз попадаются прям дельные игрушки, по-настоящему дельные игрушки. Очень интересные. Кстати говоря, если вы подписаны на этот журнал, либо его покупаете в магазине, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая у вас рубрика любимая, что вам нравится. Я буду очень рада обратной связи. Спасибо всем за просмотр. В общем, вот такой журнал мы с вами посмотрели. С вами была Вика Творчуня. Я желаю вам хорошего настроения. Всем пока-пока. Увидимся.